Сенсационная находка. Украинский выдающийся историк Сергей Шумило в Греции на Святой горе Афон обнаружил казацкий скит, основанный нашими казаками-запорожцами в 1747 году. Запорожские казаки не только исправно владели саблей, славно защищая родную землю и православную веру от врага супостата, но и также основывали духовно-культурные центры далеко от Украины, в частности и на Афоне. Украинское казачество постоянно поддерживало тесные связи с Афоном. Казаки приглашали оттуда опытных наставников и старцев, делали щедрые пожертвования на монастыри Афона, совершали паломнические походы и нередко сами принимали на Афоне монашеский постриг и подвязались в монастырях Святой горы. Не исчезла эта традиция и после ликвидации Запорожской сечи в 1775 году. Так казаки из Задунайской сечи и Кубани по старой запорожской казацкой традиции продолжали заботиться о монастырях Афона, а особенно о казачьем Свято-Илинском ските. Как писал еще в середине 20 века об этой обители профессор Иларион Огниенко, это воистину украинский уголок на Афоне, словно чудом перенесенный сюда из Украины. Дословно. Афон с его многовековым наследием в течение многих столетий играл исключительно важную роль в развитии отечественной духовной культуры как в эпоху Киевской Руси, так и в период национально-освободительной борьбы украинского народа в 17 веке. И в более поздние времена, влияя при этом на самобытность национальных религиозных традиций в Украине. Особенно важным было основание и становление под влиянием Афона Киево-Печерского монастыря, который стал своего рода рассадником, центром монашества, духовности, книжности, культуры и просветительства в Киевской Руси. Свято-Илинский казачий скит на Афоне был учрежден выходцем из семьи украинских казацких священников, преподобным Паисием Величковским, основавшим на Святой горе собственную исихатскую школу. Еще одним центром украинской духовности на Афоне был основанный запорожцами, нашими казаками-запорожцами в 1747 году скит Рождества Пресвятой Богородицы «Черный выр», существовавший в 18-19 веках при Афонском Зографском монастыре. Это совершенно забытая ныне в Украине казачья обитель в пределах единственной в мире автономной республики являлась долгое время важным связывающим звеном между центром православного аскетизма на Афоне и Запорожской сечью. Основанный бывшим запорожским казаком и афонским старцем иеросхимонахом Григорием Голубенко, скит «Черный выр» был прибежищем для склонных к благочестию и молитвенному сосредоточению казаков-запорожцев. Связь с обителью поддерживал последний кошевой атаман святой праведный Петр Калнышевский, а многие запорожцы с любовью именовали свой святогорский скит духовным Запорожьем. Обнаруженные в украинских архивах документы свидетельства этой святыни – это по сути новая страница в истории Святой горы и ее взаимоотношений с Украиной и со всем славянским миром. Оставаясь в полном забвении и запустении, духовное Запорожье как бы символизирует внутреннее состояние нашего общества, забывшего, отвергнувшего в 20-е века собственные духовные истоки. Вместе с тем афонский казачий скит «Черный выр» остается важной составляющей в истории духовной культуры, традиций и наследия запорожского казачества, бесценным памятником, оставленным нам на Афоне нашими предками-казаками и имеющим огромную духовную, культурную и научно-историческую ценность. Предпринятые Международным институтом афонского наследия в Украине и его главой Сергеем Шумило поиски в украинских архивах и обнаруженные там материалы позволили по сути заново открыть этот малоизвестный афонский скит. Учреждение на Афоне казачьего скита «Черный выр» было по сути попыткой воссоздать новый Русик, древнерусский монастырь на Афоне, который к этому времени был уже целиком занят греческими монахами, и отечественные иноки больше не имели на Святой горе собственной обители. Афонский скит «Черный выр» основан в 1747 году на пожертвование запорожского казачества потомкам гетмана Оливера Голуба, представителем знатного шляхетского казачьего старшинного рода Григорием Остаповичем Голубенко, который, оставив военную службу, принял в Киево-Печерской лавре монашеский постриг и уехал на Афон.
По преданию, учреждение скита было осуществлено при поддержке императрицы Елизаветы Петровны, которая состояла в церковном браке с графом Алексеем Разумовским, казаком Розумом, родным братом Кирилла Разумовского, гетмана Украины и войска Запорожского. Архивные материалы свидетельствуют о тесных связях насельников Черного Выра с Запорожской сечью. Очевидно, что настоятель Черного Выра подбирал себе послушников именно из запорожцев на Сечи. Общеизвестно, что на Запорожской Сечи, как и на Афоне, было категорически запрещено перебывание женщин. Также тем казакам, что жили в Сечи, было запрещено жениться. Себя они считали рыцарями Пречистой, а своей покровительницей и небесной заступительницей Пресвятую Божию Матерь Богородицу. В те времена на Запорожье было довольно распространенным явлением, когда некоторые из казаков-запорожцев, решив отойти от военных будней и мирской суеты на Сечи, посвящали себя служению Богу, уходя отшельниками на пасеки, в степи и леса, Днепровские острова и пороги, отдаленные от населенных мест. Там они копали себе землянки или строили небольшие скиты, подвязались в строгих аскетических подвигах. Так на Днепровских порогах распространялось немало пещер, где нередко подвязались как монахи и сихасты, так и казаки-отшельники. Выдающийся историк Дмитрий Яворницкий таких запорожцев называет казаками-аскетами. Сами же запорожцы уважительно называют их сечевыми старцами. Такие люди пользовались большим уважением и авторитетом среди казаков. Яркий пример таких воинов – Иван Сирко. Некоторые из них становились аскетами-отшельниками навсегда, а некоторые только временно, дабы восстановиться духовно и очиститься, набраться сил после утомительных военных походов. Нередко казаки шли на временное послушание и разные черновые работы в монастыри, кто на несколько месяцев, а кто и на несколько лет. Такой обычай практиковался в Межигорском и других казачьих монастырях. Иногда казаки давали обет Богу послужить в монастыре за спасение своей жизни от явной смерти. По всей видимости, именно таких, расположенных к благочестию и аскетизму казаков, и пытался подыскивать на Сечи настоятель Черного Выра для своей казачьей обители на Святой горе. Имеется немало описаний того, как происходил сбор пожертвований и милостыней афонскими монахами на Запорожской Сечи. На Сечи, как и вообще в запорожских землях, афонские и греческие монахи всегда были желанными гостями, постоянно приезжали на Запорожье и даже проживали на Сечи по несколько лет. Среди устоявшихся традиций запорожского казачества как раз и было оказание щедрых пожертвований на православные монастыри и церкви, которые они регулярно совершали во время паломничеств или посещения Запорожской Сечи православными монахами и священниками. Практически каждый из казаков, избежав смерти на войне и отправившись от ранений или тяжелой болезни, делал посильный вклад на православные храмы и монастыри. Кроме того, каждый казак-запорожец перед смертью обязательно пытался отписать на православную церковь или монастырь пожертвования на помин его души.